Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я продолжаю свадебную тему и буду декорировать тарелку. Сегодня я покажу подробно, как все подклеить, как собрать именно этот декор и, конечно, как все сочетать. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня я декорирую свадебную тарелку, и мне понадобятся стразовые цепи разного размера, стразы разного размера, круглые стразы разного размера. Возможно, буду использовать филигрань, еще не решила. Использую клей уху и для удобства переливаю в аппликатор. И работу начинаю с того, что обезжириваю поверхность работы. У меня это изопропиловый спирт. Можно использовать любой алкоголь. Работу начинаю с того, что подклеиваю 2 ряда стразовой цепочки по периметру тарелки, чуть ниже покраски, чтобы все замаскировать. Наношу клей, так, убираю клей, чтобы не мешал. И теперь аккуратненько вот так укладываю цепочку, при этом слежу, чтобы все звенья смотрели у нас вверх и немножко под натяжением. Вот что получается. Как вы заметили, цепочку я пододвигаю снизу, чтобы клей у нас не выскочил. А если вдруг где-то что-то дотронется, то он просто останется на цепочке, и мы его потянем вверх. Наверху у нас будет декор, и не будет ничего видно. И так украшаю по всему периметру тарелку. Теперь я подклеиваю второй ряд цепочки, и стыки цепочек, я имею в виду края, где вы подклеивали, лучше не совмещать, а делать как бы немножко выше. Если здесь я начинала вот здесь, то теперь начинаю вот здесь. Наношу клей как на тарелочку, так и на цепочку. И укладываю. Звенья между собой лучше, конечно, совмещать. Я имею в виду, что вот эти ряды, чтобы они смотрелись одинаково. И вот они у меня все смотрят одинаково. Обязательно всегда протираем носик. Я наношу достаточно много клея. Работа, конечно, идет медленно, но ничего. И все вот так под натяжением все подклеиваю. Все звенья, чтобы смотрели вверх. Вот что получается. И продолжаем работу. И сейчас начинается самое интересное. Это декор самой тарелки. И немного расскажу про размеры. Вы меня спрашивали. Вот эти большие камни, они у меня идут 18 на 25 миллиметров. Вот эти овальные идут 7 на 15 миллиметров. И вот эти каплевидные идут 6 на 10 миллиметров. И еще некоторые камни я использую из комплектов, которые у меня есть в наличии. В папке материалы можно их увидеть. Я их просто снимаю из железных цап и продолжаю с ними работать. Также мне понадобится стразовая цепочка. У меня это 2,5 миллиметра. В продолжении работы отмечаем середину. У меня это вот карандашиком. И теперь я беру страз. У меня овальный, можно круглый, можно полуовальный, что у вас есть. Наношу клей. Наношу клей как на тарелку, так и на цепочку. И подклеиваю сам камень. Укладываю вот так, чтобы вот эта вот часть нижняя приклеилась на цепочку. И теперь я заранее уже подготовила стразовую цепочку. Я использую 2,5 миллиметра. И вот так по овалу
я подклеиваю цепочку. Все выравниваю и даю закрепиться. Следующее мое действие, мне надо приклеить вот этот большой камень, и он здесь неровный, поэтому для него надо сделать подставку. Я примеряю его, заранее отрезала цепь, и сейчас покажу, как я ее отрезала. Наношу клей, тут достаточно много клея наношу. Теперь беру цепочку. Так, еще чуть-чуть добавлю клея, чтобы мне хватило. Здесь это очень важный момент. Если мы его не сделаем, то у нас камень не будет стабильно приклеен. Вот я сделала такую подставку. Сейчас я приклею камень, и эта подставка уйдет под низ. Вот. И угол камня подклеиваю на вот этот страз. Вот, получается, у меня все вот эти камни ушли под низ. Теперь я наношу клей около вот этой нижней цепочки и сделаю окантовку. Я уже заранее все подрезала, все свои стразовые цепи. Но когда вы начинаете работу, вы, конечно же, не знаете, сколько же звеньев вам понадобится. Поэтому все придется делать постепенно. И вот теперь я подклеиваю цепочку вплотную к нижней цепочке. И у меня получается вот такой красивый овал. Камень у меня поддерживается, он уже никуда не провалится. И вот что получается. И даю закрепиться. И продолжаю работу. Наношу клей вот сюда, сразу сюда. Наношу достаточно много клея. Все это будет прикрыто стразами, поэтому ничего видно не будет. Клей наношу чуть-чуть на стразовую цепочку. И теперь укладываю камни. Все вот эти уголки камней и я подклеиваю на стразовую цепочку. Вот так укладываю. И, конечно, даю закрепиться. Если вы замечаете, что где-то клея не хватает, вот так подлезаем и под низ клей выдавливаем. Все выравниваем и даем закрепиться. И здесь я подклею сразу еще 2 страза. Между ними идет еще страз. Нанесу клей, чтобы немного закрепился. И сюда я нанесу клей, чтобы подклеить немного страза поменьше. Из любых страз можно сделать красивый узор, поэтому не обязательно привязываться именно к моим размерам. Вот такая красота получается. И вот между ними еще подклею вот такой вот страз. Это из комплектов моих, которые в ЦАПах. Я все заранее уже подготовила. Пока у меня там клей немножко закрепится, я нанесу сюда. Все идет медленно, но времени не теряем. Вот наносим клей, пока там сейчас закрепляется все. Мы пока поработаем на этой стороне. И вот наш узор уже постепенно начинает вырисовываться. Все края укладываем один на другой камень, чтобы все держалось. Извините. Все поправляем, чтобы у нас все ровно и красиво было.
Наносим клей вот туда вовнутрь, чтобы все удержалось. Вот этот камень у меня криво. Поправляем. Пока еще клей свежий, не застыл, можно все поправить. Поэтому, если вы начинаете работу, то делайте ее от начала до конца. Потому что если вы что-то потом захотите, если вы начали работу делать и оставили, все закрепилось, и захотите затем что-то подправить, то уже придется просто отдирать. Вот какой красивый узор получается. А теперь я буду подклеивать вот эти каплевидные стразы. Наношу клей. Советую это делать сразу с двух сторон. А то вы подклеите одну сторону, затем что-то у вас пойдет не так, и не получится совсем все ровно. И вот так, сейчас упал страз. Немного на бок я его подклеиваю, чтобы вот эта сторона была подклеена к цепочке. С одной стороны и с другой. Как вы заметили, я заранее вот так выставляю стразы, чтобы потом не искать, а сразу схватить. Беру следующую. Пока у меня еще там ничего не закрепилось. Все еще очень шатко, но плюс того, что это все можно подправить. Следующий камень. Вторую сторону. И вот здесь у нас завершающий. Также наношу клей. Работать надо очень аккуратно. Так, под низ еще клея. И теперь укладываю вот эти последние камешки, стразы. Оставляю небольшое расстояние, чтобы подклеить затем одну стразину между ними круглую. И вот у нас что получается. Теперь берем пинцет и все аккуратненько все поправляем. Так, если где-то клей вылез, убираем сразу. Вот у меня тут салфеточка, подлезаю, сразу убираем, чтобы нигде у нас никакого клея не было. И вот что получается. Ну и продолжаю декорировать. Вот, как я говорила, здесь маленькие стразы. Они у меня белого цвета. И вот так укладываю, чтобы завершить узор вот сюда. И вот такая красота у нас получается. Мне часто задают вопрос, а для чего эти тарелочки нужны и вообще все эти аксессуары. Это, конечно, посуда не на каждый день, для особых случаев, свадьба, какие-то еще праздники. И как ее мыть? Мыть просто водой и мылом. Никакая посудомойка сюда, конечно, не годится, чтобы мыть эту посуду в посудомойке. Наносим еще немного клея и подклеиваем последние стразы. Вот так. Если у вас получилось, что вот клей, вот подклеиваете маленькие стразы и все-таки вы его испачкали, убираем. Берем ватку, все прочищаем и по новой подклеиваем. Даем высохнуть. Наносим клей. Ждем. Обязательно сразу переделывайте, иначе потом будет все это труднее. И вот все получается чисто и аккуратно. И между узорами я решила подклеить еще один ряд стразовой цепочки. По-моему, смотрится очень красиво. Поэтому наношу клей, укладываю цепочку. Все выравниваю.
цепочку всегда держим сверху. Как я уже говорила, чтобы случайно клей не испачкать клеем тарелку. Так, и все края также подклеиваем. Так, где моя иголочка? Вот она. Убираю сразу клей, чтобы не тек. И укладываю сверху цепочку немного под натяжением. Лишнее обрезаю. Так, вымеряю, сколько мне тут надо. Аккуратненько подлезаю. Так, еще раз. Вот. Немножко неудобно смотреть, камера сверху, поэтому и все лишнее, если вдруг где-то что-то, убираем. Стразы все должны смотреть вверх. Проверяем. И вот что получается. Я закончила декор тарелки. Вот что у меня получилось. Теперь я ставлю на 24 часа, чтобы клей закрепился. И затем проверю еще раз все камни. И, конечно, идеальное сочетание со всеми приборами и бокалы. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. В следующем уроке будем декорировать еще один предмет из этого комплекта. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.